Ребята, всем привет, с вами Роман, и вы смотрите канал Видеолепка. И сегодня я буду лепить Хеллбоя. Если вам нравится наш канал и вы не хотите пропустить новые видео, то обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик. Как обычно, фигурку я буду лепить на каркасе из алюминиевой проволоки. Сразу подготовлю все основные элементы фигурки и затем уже буду собирать их на каркасе. А пока я буду лепить, расскажу вам историю этого персонажа. Анунг Унрама, больше известный как Хеллбой, сын безымянного падшего ангела. Чертенок рос в самом центре ада, пока случайно не попал на землю 1994 года. Виновником побега Хеллбоя стал Григорий Распутин. Мужчина, объединившийся с представителями Третьего рейха, провел магический обряд для открытия адских врат. В разгар мистического действа в заброшенную церковь ворвался отряд американских солдат. Прерванный ритуал, призванный освободить бога хаоса, выпустил из адского пекла лишь одного чертенка. Американские солдаты готовились уничтожить незваного гостя, но расстрел остановил профессор Тревор Брутенхольм. Советник Рузвельта взял маленького демона на воспитание. Пока ребенок из ада жил с солдатами, мужчина проникся симпатией к чертенку и дали малышу прозвище Хеллбой. Внешне Хеллбой представляет собой среднестатистического демона. Грубая красная кожа, ветвистые рога и длинный хвост. Если с кожей гость из ада поделать ничего не может, то хвост Хеллбой иногда прячет в штаны, а рога спиливает циркулярной пилой. Заметной особенностью демона является рука судьбы. Правое плечо, предплечье и кисть выполнены из красного камня. Когда-то могущественный артефакт принадлежал призраку, создавшему дракона Огдру Джахат. Только каменная рука способна справиться с монстром, желающим разрушить землю. Поэтому Хеллбой оставил трофей себе. Со временем каменная рука приросла к краснокожему черту. Профессор Брутенхольм прошел с Хеллбоем долгий и легкий путь взросления. Как настоящий ребенок, юный демон преодолел все стадии: подростковое бунтарство, поиски смысла жизни и период самоидентификации. Впрочем, характер супергероя остался скверным. Мужчина близко к сердцу принимает насмешки общества, легко выходит из себя, а неуверенность и одиночество скрывает под напускной бравадой. Уже взрослый Хеллбой стал ценным сотрудником Бюро паранормальных исследований и обороны, которое заработало под эгидой ЦРУ. Основная задача бюро – борьба с потусторонними силами. В схватке с нечистью Хеллбоя часто выручают собственные необычные способности. Демон обладает, что и понятно, сверхчеловеческой силой. Мужчина с легкостью исцеляется и воскрешает людей из мертвых. Правда, ненадолго. Его умений хватает, чтобы добыть информацию из покойного, после чего сердце человека вновь останавливается. Всю жизнь Хеллбой доказывает, что человек не тот, кто родился с этим званием, а тот, кто его заслужил. Придумал Хеллбоя как персонажа Майк Миньола. Он долгое время проработал на Marvel и DC Comics. Первые мысли о необычном персонаже пришли к художнику в 1990 году, но редакторы DC Comics, которым Миньола первым показал собственные наброски, не утвердили героя. Начальников Майкла испугал слишком демонический образ. Необычными зарисовками художника заинтересовались Dark House Comics. Сотрудничество Миньола и издательства, выпустившего рисованные книги «Звездные войны», началось в 1993 году. В 2011 году Хеллбой занял почетное 25 место в чарте 100 лучших героев комиксов по версии IGN. Первой попыткой перенести героя на большой экран стал фильм «Хеллбой. Герой из пекла», вышедший в 2004 году. Сюжет картины основан на комиксе «Хеллбой. Семя разрушения». Роль гостя из ада сыграл актер Рон Перлман. Кинолента удостоилась премии «Сатурн» в номинации «Лучший грим». Неудивительно, узнать артиста, сыгравшего Хеллбоя, без грима почти невозможно. В 2006 году вышел мультфильм «Хеллбой. Меч громов». Анимационный фильм рассказывает о работе Бюро паранормальных исследований и обороны, в котором трудится герой. В погоне за врагом Хеллбой переносится в древнюю Японию. В 2007 году вышел еще один мультфильм, посвященный супергерою. Хеллбой, кровь и металл. Привычные персонажи вступают в борьбу с вампиршей, убивающей молодых девушек, ради сохранения молодости. Это последний выпущенный мультфильм из 3 запланированных.
В 2008 году продюсеры Universal Studios вспомнили о собственных планах снять вторую часть полнометражного фильма о краснокожем черте. В Hellboy 2 «Золотая армия» к привычной команде впервые присоединяется Йохан Краус, бестелесный человек. Антагонистом стал коронованный эльф принц Нуада. Этот фильм, в отличие от первой части, больше сосредоточен на фольклорном содержании, чем на драках. 12 апреля 2019 года вышла очередная экранизация популярной серии комиксов о демоне из ада. Много лет назад самая могущественная из ведьм Британии, Нимуэ, решила захватить страну и развязала кровопролитную войну. К счастью для человечества, король Артур сумел победить ведьму, но не убить ее, а ее тело было разрублено на части и спрятано в разных концах страны. В 21 веке силы тьмы решили восстановить великую ведьму, чтобы она победила людей, а на земле, как когда-то давно, стали править тролли, оборотни, ведьмы и другие диковинные существа, живущие сейчас в тени человечества. Об этих планах узнает Бюро расследований паранормальной деятельности и отправляет на поиски ведьмы одного из лучших агентов черта Хеллбоя. В общем, ребята, вот такая краткая история Хеллбоя, ну а мы продолжаем лепку. Хеллбой использует разное оружие, ну а я решил слепить ему шестиствольный револьвер. Для этого буду использовать пластилин серого и коричневого цветов, а также кусочек алюминиевой проволоки. Кстати, ребята, голосование по лепке следующего персонажа проходит в подсказках видео. Для того, чтобы проголосовать, нажимайте на значок в правом верхнем углу. Вот такое получилось оружие для Хеллбоя, ну а далее я слеплю ему голову. Глаза у Хеллбоя желтого цвета. Из коричневого пластилина слеплю остатки рогов. Голова готова, прикрепим ее к туловищу и сделаем текстуру волос. Итак, ребята, вот такая фигурка Хеллбоя у меня получилась.
Спасибо всем за просмотр. Если понравилось видео, ставьте большой палец вверх. Также не забудьте написать в комментариях, кого нам еще слепить в следующем видео. И если вы еще не подписаны на наш канал, то можете подписаться, чтобы не пропустить новые ролики. Далее будут приветики от котика Вилли и фотографии ваших поделок из пластилина, которые вы отправляете в нашу группу ВКонтакте. Привет от меня сегодня получают Ледокон Дрек, Мандаринка Найк и Варвара Краса. Ребята, передаю вам огромный привет. На этом мы с вами прощаемся. Желаем всем отличного настроения. До скорой встречи!